На отдаленном острове Ату, что на Аляске, рыбак по имени Джоэл Барнс каждое утро выходил на тихие воды, полные тишины и свежего воздуха. Он жил без особых забот, с простыми радостями обыденной жизни и степенной рутиной. Однако в этот ранний утренний час его привычная жизнь была нарушена. Он наткнулся на нечто необычное. На берегу, частично скрытая в гравии, лежала огромная, покрытая ржавчиной цепь. Цепь, состоявшая из массивных старых звеньев, уходила в море и таинственно исчезала в его бездне. Заинтригованный находкой, Джоэл не мог удержаться от того, чтобы сделать несколько фотографий, запечатлевая эту необычную находку. Он был слишком взволнован, чтобы просто оставить ее на произвол судьбы. Наполненный любопытством, он связался с береговой охраной, сообщив об удивительной находке, и нервничал, ожидая их ответ. Скоро на остров прибыла команда водолазов-спасателей, готовых исследовать загадочную цепь. Когда водолазы прибыли на место, их лица светились ожиданием. Они стали спускаться под воду, неся с собой специальное оборудование для изучения находки. Прибывшие водолазы начали вызвать к жизни всю свою квалификацию и опыт, более чем когда-либо желая разгадать эту морскую загадку. Их сердца забились быстрее, когда они заметили, что цепь прочно закреплена и остается неподвижной под действием приливов. Это указывало на то, что она прикреплена к чему-то значительно большему, чем просто обычный объект, потерянный в море. На глубине около 80 футов их внимание привлекло нечто совершенно жуткое — гигантский якорь затонувшего военного корабля времен Второй мировой войны. Благодаря особой формации морского дна и отсутствию сильных течений, корабль сохранился лучше, чем они могли ожидать. Но то, что лежало внутри корпуса судна, поразило всех присутствующих. Внутри разрушенного корабля, в его темных недрах, находились неповрежденные артиллерийские снаряды, проржавевшие морские мины и боевые гранаты, эти грозные орудия войны, которые, по всей видимости, все еще могли взорваться в любой момент. В то время как команду охватывало беспокойство, что эти боеприпасы могут оказаться активными, снова и снова раздавались недоуменные и сильно обеспокоенные голоса. Несли ли эти боеприпасы еще какую-то смертельную угрозу для близлежащих вод? Были ли они частью какого-то недоразумения? Например, возможно, корабль когда-то пытался прорываться через противника, не зная о своем печальном конце под водой. История корабля начинала расплетаться, и темные тайны прошлого всплывали на поверхность. Специалисты по взрывчатым веществам были немедленно вызваны для обезвреживания этой потенциальной катастрофы. Заказав поддержку, водолазы начали извлекать необходимые материалы для работы. В то время как происходила подготовка, виселки и местные жители находились в ожидании. Многие из них пришли, полные слухов и спекуляций о затонувшем корабле и его секретах. Легенды старых моряков, рассказанные в традиционных сюжетах, всплыли вновь. Некоторые утверждали, что эти воды хранят сокровища, оставшиеся от великих сражений, в то время как другие говорили о проклятии, которое накладывает гибель на тех, кто осмеливается искать затонувшие богатства. Тем временем Джоэл и один из водолазов с Сарой стали ближе друг к другу, находя поддержку в
в своих взаимодействиях. Сара была опытной исследовательницей, и с каждым новым погружением она напоминала себе о важности сохранения истории. Они понимали, что эта цепь не просто случайная находка, она может стать ключом к разгадке забытого эпизода войны. Вместе они начали собирать информацию о прошедших морских происшествиях в этом районе. Местные жители, узнав о важности находки, образовали группу, где участники защищали место от разрушения, думая о будущих исследовательских проектах. Это сплотило сообщество, которое долгое время было разрозненным. Люди начали проводить вечерние собрания, обсуждая свои страхи, надежды и мечты, связанные с этой находкой. Говорилось о том, что кладбища военных судов, потерянные на дне, могут быть ключами к пониманию прошедших конфликтов и трагедий. Как и прежде, вопрос оставался: как эти боеприпасы могли оставаться нетронутыми на протяжении десятилетий? Это и стало целью для Джоэла и Сары. Используя свои связи, они начали тесное сотрудничество с историками, исследователями и даже местными старожилами, чтобы изучить, как этот корабль был связан с историей острова Ату. Когда работа по обезвреживанию боеприпасов завершилась, Джоэл и Сара решили исследовать корабль минералогически и археологически. Они поняли, что это затонувшее судно может дать множество ключей к пониманию времен той войны, когда мир находился на грани уничтожения. Они отправились в подводные исследования, сопровождаясь историками и экспертами, которые подтвердили, что корабль мог нести для союзников важные документы, меняющие ход войны. Это расследование стало еще более захватывающим, когда они нашли упоминания о возможных предательских действиях и хитростях, которые скрыты на этом корабле. Каждый новый погружение приноси откровение и новое понимание, и по мере того, как община начинала объединяться вокруг этой ответственности, они также пытались запечатлеть и сохранить историю своих предков. И, наконец, в разгар их исследований началась острейшая борьба за правду. Местные власти узнали о значимости находки и решили покрыть ее, чтобы заблокировать доступ, ссылаясь на безопасность как на основную причину. Но Джоэл и Сара, заручившись поддержкой общественности, организовали мощную кампанию, которая привела к открытию нового музея на основе находок в местной общине. Дорогие друзья, если вам понравилось это увлекательное путешествие, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить захватывающие истории из прошлого, которые удивят и вдохновят вас. Мы обещаем, что впереди вас ждут еще более интересные и увлекательные приключения, обостряющие ваше любопытство и освещающие забытые страницы истории.